3 февраля 2018 года, экспериментальный видеорепортаж. Я не уверена, что тебе что-то будет. Ну ничего, вот тут что-то есть. Мы идем с Маякова по станицу Ханскую. Вот, можно сказать, начало маршрута, можно отправная точка от этого моста через Белую. Вон какая белая. И сейчас мы будем переходить дорогу и сворачивать на дачу. Перешли дорогу, сейчас у речки Фортепианка. Тут, блин, местные свою дискотеку врубили. Ну, в общем, сейчас идем в дачу. 5 котов. Вон они все рыжие, почти все рыжие. Черепашка. Так, вот наш один из главных ориентиров. Ну да, гудит. В общем, мы должны идти в коридоре между этой высоковольткой слева и там справа у нас речка будет все время. Поэтому никуда мы не денемся. Навигатор я с собой, конечно, взял, ну так, чисто трек записывать. Вот, ну все, углубляемся в леса. Точнее, сейчас выходим на берег. Так, ну вот они, собственно, первоцветы. Была задача найти первоцветы, нашли. Как всегда, цикламенчики. Да, ну 3 февраля, как бы, конечно, еще срок. Ну, такая у нас зима. Вот нам надо на берег Белой, а мы никак не можем перейти вот это вот, не знаю даже как это назвать. То ли это ответвление от Фортепианки. Слушай, а подожди, а почему она в эту сторону течет? Ну, ей хочется, она и течет. Видимо, туда вниз. Ну, подожди, ну-ка. Забавно. Я думаю, что она потом где-нибудь там вот туда. Ну, в Белую она впадает, я думаю, Да, где-то. как бы там она как бы... В общем, если это Фортепианка, я думал, она где-то раньше впадает. А если это какие-то просто, не знаю, дождевые наносы или ответвления от самой Белой, ну, ладно. А нет, был недавно там 3 капли. Хотя у нас 3 капли. В общем, идем и ищем выход на берег. Так, ну добрались наконец-то до Белой. Ее там не очень хорошо видно. Вот этот маленький поток протекает прямо вдоль нее. Ну сейчас мы вот спустимся и пойдем вот так по берегу, пока возможно. Да? Почему? Или ты хочешь по лесу идти? Ну, я вот так вверх не спускалась, потому что вон мы уже там заворачиваем. Вот. Ну, посмотрим. Так, ну идем, в общем, по бережку. Там вон крутые берега дальше. И неизвестно, пройдем мы ли там под ними. Но видно, что нет. А если над ними, то нам надо лезть, ну, в общем, высоко лезть. Ну, вон туда. Да, сейчас пойдем куда-то туда, наверное, искать заход. Берега. Иначе можем там где-то упереться и придется назад возвращаться. Потому что там мы точно не залезем наверх. Так, ну вот, значит, карабкаемся наверх по обрывам. Я уже закарабкался, но еще не до самого верха, там чуть-чуть еще пройти. Вот, правильно, да. Так, ты сюда? Да, вот там. Ну, кстати, там такой разлив красивый. Почти. Мне что плавку подай. Видишь, я ж занят. Да ладно. Джентльмен, да? Да. Так, у нас тут небольшая обзорная площадочка.
Но обзорная пока зима. Хоть что-то, но видно. За деревьями. Ну и туда тоже. Ну так, пока и пойдем поверху. Так, дошли до балки волчьей. Вот сейчас опять спускаться. Да, волки воют. Спускаться, опять подниматься. Ну по берегу, думаю, все-таки опять не пойдем. Пойдем по верху. Вот, ну что, надо форсировать. Спустились к балке волчьей. Такой себе поток. Осенью тут, кстати, ничего нет, сухо. Пока вот водичка. Сейчас наверх. Так, вот у нас вторая балка на пути. Ну пока ж не сломала. Мы вот думаем, как назвать ее. Безымянную балку. Ну смотри, самые популярные легенды, когда... Ой, нет, мне не нравится эта ситуация. Ну, у нас много рек названо в честь девушек, которые сорвались вниз. Я не хочу так. Хотя мы можем новую традицию. У нас мало этих юношей сорвались. По-моему, ни одного. То есть ты хочешь, чтобы я сейчас прям сиганул туда? У нас реально туда? нету ни одной истории, либо они вместе туда прыгают. Перебрались и через эту балку. Не так это сложно оказалось. Хотя берега крутые кое-где. Вот, а там дальше, кстати, вверх уходит. Но нам все равно так по бережку. Туда дальше. Так, вышли опять на берег белой. Как-то так постепенно спустились. Пока обрывов нет. Наверное, сейчас... Хотя там завалы какие-то из корях. Ну что, пройдем чуть-чуть, посмотрим. Где-то в районе Гавердовского, да? Ну да, наверное. Вот тут у нас классно. Шли по полуострову. Ну, мы-то знали, куда мы идем. Сейчас придется назад идти. Ну, зато тут прикольно. Везде водичка. Можно пополоскать ботинки. Еще одна у нас видовая точка и красивый свет. А там еще березки на том берегу. И купол. Ну да, купола выглядывают. Наверное, что-то там в Гавердовском. Какая-то церковь. На окраинах. Красота. Да, вылезли опять наверх. А сколько внизу неудобно идти. Там подлесочек маленький. Постоянно петляем, всякие ветки. Пойдем лучше опять поверху. Вот. Где-то сейчас на полпути. Так, шли, блин, поверху и опять куда-то гремень в другую сторону пошел. А нам надо опять спускаться, но мы не хотим. Там вон вдалеке видно опять обрывы эти. Скорее всего, там очередная балка, третья по счету. В том, что мы подойдем, а на одной стороны будет обрыв, и с этой стороны. Да. Да, но мы пока пойдем Мы обещаем. по гребню пойдем. А там уж по ситуации посмотрим. Внизу там опять все заросшее. И потом неизвестно, как там вылазить. Ну, короче, идем поверху. Добрались, блин, вот до этой скалы. Ну, обрывов. Короче, нет тут никакой балки, она дальше, наверное. Не смотрел я по карте. Ну, тут красиво. Там вот видно озеро в Гавердовском. Даже трассы видно. Ну да, что-то видно. Вот сейчас еще выше залезем. Пойдем так. Вот она все-таки у нас третья балка. Опять там что-то течет. В общем, последнее препятствие на пути серьезное. Сейчас нам опять ползти вон на гору. Что-то дождь накапывает. Время сейчас сколько? А время 15 минут первого. Слушай, прям по расписанию. Набрели на не очень проходимую местность. На плохо проходимую.
Вот прям селевыми потоками все вымыло, осталась одна глина. Куски деревьев, частично засохшие. Ну, как-то пробираемся дальше. Вышли на полянку на какую-то. Там, кстати, впереди будем срезать излучину реки, будет еще полянка. Вот. Ну, летом видно, тут вообще все заросшее. Пока пройти можно. Дальше по полянке вышли. Вот тут табличка стоит, газопровод. Вот там вдалеке та самая высоковольтка, наш ориентир. Ну тут дорога пошла. Наверное, чуть-чуть пройдем по дороге. Подождите, а там сюда тоже голубеет вдалеке. Видишь? Ну да. Ну вон что-то. Вон. Вышли к излучине реки. Открытое место. И тут полянка. Там коровки гуляют. Вот. Нам дальше туда. Так, коровы оказались лошадями. Или лошадьми. Ну вот они. Даже красавцы белые. Да. Только принца не хватает. Нашли деревья такие, обвитые плющом, высокие. О, как тополя, но только все из плюща. Красота. После получасовых лазаний по дебрям опять вышли на полянку. Да, едим бублики, сушки. Там вдалеке какая-то полутеплица, потому что от нее одна половина осталась. Вот дальше идем вот туда. Опять в леса. Так, вот мы все-таки продираемся по дебрям, а то все полянки до полянки. Ну тут еще более-менее попадаются места, но тропы нет. Можно, конечно, на дорогу выйти левее, но мы на нее и так выйдем. Поэтому пока понаслаждаемся дебрями. Так, мы опять наверх вылезли. Я думаю, заметно по панораме. Вот мы там в самом низу были. Вылезли. Там левее дорога. Сейчас выйдем уже окончательно на дорогу. А там видно вдалеке мост. Собственно, куда нам и нужно. Ну, а там за деревьями Ханская. Идем по дороге. Думаю, так и будем идти уже до конца. Грязновато, зато дорога. Ну, это не самая лучшая грязь, которую мы встречали за сегодняшний день. Вон у нас там речка Ханка. То есть дело движется к финишу. Слушай, она туда это. Ты что, правильно? Так ей туда и надо. Ну, все правильно. Что-то мне все показал, что туда я что-то не так перейду. Сейчас Не понял. подойдем к мосту. Вот он мост, но это еще не тот мост. Это мост через Ханку. А нам надо на белую. Так, знак говорит нам о том, что все, веселье закончилось. Вот тут надо быть грустным. А вот он, где начинается. Вот. Ты говоришь, не прошли. Прошли. Наоборот, надо было, да, там веселиться. Ну а мы вот подходим к мосту через Белую. Ну все, это последний пункт фиксации. Сейчас сядем на автобус и поедем в Майкоп.